Всем привет! Меня зовут Миша, и сегодня мы с вами будем болтать о нашивках. Как вы знаете, я огромный любитель всех вот этих вот нашивок, как вы можете видеть. И кроме того, что я люблю их присобачивать везде, я еще их, так скажем, коллекционирую. В последнее время это стало огромным трендом, и почти все магазины начали выпускать одежду с нашивками. Потому что, они очень стильно смотрятся на одежде и дополняют даже самую любую классическую вещь, делают ее яркой, классной и прикольной. Это видео скорее будет больше информативным, чем нежели каким-то DIY, но про это я вам тоже расскажу. Также расскажу вам, где лучше купить в Москве, на китайских сайтах или где-либо еще. И по сути, основной целью этого видео является вдохновить вас на то, чтобы вы начали юзать эти нашивки, потому что очень много людей спрашивают меня в социальных сетях, типа, как? Где ты достал? Что? Офигенно выглядит. Потому что большинство из них просто смотрят это в интернете, такие типа, я все равно не знаю, где их достать, я все равно не знаю, как их присобачивать к какой-либо вещи, у меня нет идей, Вот, так что сейчас обо всем с вами поговорим. Ну и, пожалуй, вообще начнем с того, где же достать эти нашивки. Раньше я заказывал их на всяких Алиэкспрессах, eBay'ах и так далее, потому что без понятия был, где вообще можно в Москве или в других городах России, если вы, например, живете в них, купить их. Опять я врубаю в себе Кличко, пожалуйста, перестань, Михуил. Мухтар, хватит. Как я говорил ранее, эти нашивки уже стали супер популярными, что их начали продавать во всяких магазинах одежды. Это очень хороший вариант, потому что вам не придется ждать вашу посылку из какой-либо там восточной страны. Чаще всего в таких магазинах они продаются в наборах. Есть, например, магазин Stradivarius, который продает вот такие вот классные, такие даже японские, там есть цветы, например, и вот такие вот наборы нашивок, как вы сейчас видите. Магазин Нью-Йоркер, там мне безумно нравятся у них розы. По-моему, у них дешевле всего. И магазин Бершка. Там тоже действительно классно есть. Особенно такие восточные цветочки. Но опять же, китайские сайты хороши тем, что там все супер дешево. И ты можешь заказать огромный набор за копейки. Там 200-100 рублей. В этих же магазинах вы можете приобрести их за 500, 600, 700 рублей. Потому что это как бы брендовые магазины. И они их перепродают, так скажем. И им нужен свой процент, понятное дело. Но для этого у меня тоже есть решение. Потому что как бы мы все из России. Денег тратить никто не хочет. Мы все жиды. Есть очень классные всякие творческие магазины по типу, которые называются просто тупо ткани, где продаются всякие вот вышивки и так далее. Там также иногда бывают нашивки. Например, у нас это магазин тот же Леонардо, это магазин для творчества. Не помню названия других, но вот найдите подобные аналоги, там тоже есть. И вот могу вам здесь ставить примеры, которые можно сейчас найти на сайте у них. Я думаю, то, что там и по доставке, и по наличию в магазинах тоже можно узнать. Там они, по-моему, даже не превышают цену в 100 рублей, поэтому, мне кажется, для нас это просто идеальный вариант. И если вы следите за моими социальными сетями или социальными сетями Криса, с которым мы, кстати, недавно снимали видео, если вы еще не видели, обязательно зацените, мы сделали венсы. Я думаю, то, что на Тамблере, если вы сидите, да и в Инстаграме, везде, короче, в социальных сетях, вы видели этот тренд, там, где к кроссовкам присобачивают как раз-таки нашивки цветы. Мы решили то, что все, нам нужно сделать, и, естественно, захотелось сделать это максимально бюджетно. Мне моя подруга Наташа, за что тебе огромное спасибо, Наташа, если ты смотришь это, конечно, ты смотришь это, дала нашивки розы, Крис купил венсы, и мы их как бы сделали. Получилось это мега круто и максимально, как я уже сказал, бюджетно, потому что мы только купили венсы, и Наташа купила как раз-таки вот эти вот розы в Леонардо рублей там за 100, за 2 штуки. Это получилось очень необычно, потому что, по сути, венсы это же скейтерская обувь, и она вся такая черная и, так скажем, классическая. И розы получились таким милым дополнением, который создает вот такой вот классный, необычный микс. И сейчас у меня для вас есть очень классный конкурс. Я неспроста говорю про микс, потому что у меня есть вот такие вот прекрасные напиточки, которые я уже очень давно люблю. Это Мио. Думаю, то, что вы о нем слышали и как минимум видели в магазинах. Там вроде бы 6 или 7 вкусов, но мои самые любимые это с черной смородиной и с грушей. Но сейчас у меня их тут нет, потому что я их все выпил, извините. Так вот, что же это такое для людей, которые не знакомы с брендом Мио? Это молоко и лимонад. Как я вам уже сказал, супер необычное сочетание, микс, потому что Мио микс. И вместе с Мио мы запускаем классный конкурс, а точнее даже челлендж. В моем челлендже вам нужно взять нашивки и приклеить их на самое необычное место. Допустим, на шляпу, носки или же там уже на лицо. Сделать классную фотографию, где
Ну, допустим, будет напиток Мио, потому что он в данном случае является для вас вдохновителем для этого необычного микса. Можете сделать как и фотку, так и, в принципе, и видео с, допустим, процессом. Выложить это на сайт Непромуми, и потом с результатами конкурса за самую, не знаю, классную креативную фотографию вы можете получить iPhone 7. И там он, кстати, не один, поэтому у вас будет очень большой шанс. Так что обязательно поучаствуйте, потому что напрячься чуть-чуть можно, и это конкурс реальный, а iPhone 7 всегда бывает нужен. Также по 50 и 200 рублей на телефон за промокоды, которые будут на банках Мио. Также у других блогеров тоже есть для вас челленджи. Обязательно загляните на сайт по ссылке в описании и прочитайте подробно про конкурс. Что да, не промумите Mio Mix. И обратно к кроссовкам. К сожалению, я не заснял процесс создания именно этой пары кроссовок. А сейчас я покажу вам процесс приклеивания нашивки к одежде. Вот для того, чтобы она у вас прям супер сильно держалась и не отклеивалась. Ставите утюг на режим отпаривания, после чего примерно 20 секунд даете утюгу, чтобы он распарил клеевую основу. Дальше ставите на обычный режим, на сухой, так скажем, и примерно столько же держите нормально. Дальше переворачивайте наизнанку, и вуаля, у вас все готово, боже! Челлендж открыть бутылку так, чтобы ничего не забрызгать, не получился. У меня есть моя любимая куртка из 90-х. Вот она сейчас на мне. Я думаю, что вы ее также не раз видели в моих видео. И вы представляете, это подарили моему дедушке в 90-х, когда он работал на работе. Это было мерчандайзом компании. Вот такая вот винтажная штука была мерчандайзом компании. Вы понимаете, она сделана в Канаде, и их высылали сюда, в Россию. Это просто прекрасно. Вот ради таких штук хочется мне вернуться в прошлое. Очень хочу зафигачить ее прям полностью нашивками. Вот, и сейчас я вам покажу мои нашивки, которые у меня есть в наборе, но это не все, которые у меня есть. Там еще где-то валяются, и некоторые просто прикреплены к одежде. Большинство нашивок, которые вы видите сейчас у себя на экране, я заказывал с eBay. Некоторые из них подарили мне вы на встречах. И я вот в скором времени планирую сделать из них что-нибудь очень крутое. И надеюсь, что свою вот эту винтажную куртку я ими всеми заклею. Я надеюсь, что для вас это видео было полезным, и оно хоть как-то вас вдохновило на то, чтобы поискать нашивки, придумать классные идеи у себя в голове и сделать классную вещицу, которая будет уникальной в своем роде. Да, спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. И до скорой встречи. Очень-очень скоро. Не забывайте участвовать в конкурсе и пока!